Дорогие друзья, сегодня мы с вами свяжем очень нежный, красивый мотив, в то же время очень простой. Научимся присоединять наши мотивы друг к другу в единое красивое полотно ажурное. Крючок 1,4, пряжа у меня 100% мерсеризованный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Конечно же, вы можете взять любую пряжу, любого цвета и подобрать крючок. Присоединяйтесь. Начинаем выполнение нашего мотива с 10 воздушных петель, замкнутых в кольцо. Выполняем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ввожу крючок в воздушную петелечку первую, выполняю соединительную. Мое колечко готово, и я приступаю к выполнению первого ряда. Для этого я выполняю 3 воздушные петли подъема, далее 2 накида на крючок и в колечко провязываю 2 столбика с 2 накидами незавершенные. Первый столбик и второй столбик. Общая вершинка. Далее мы с вами выполняем арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок, и далее мы будем провязывать по 3 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. Первый незавершенный, второй и третий. Общая вершинка. Арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5. И еще раз повторим 2 накида. Обратите внимание, что в процессе я ввязываю остаток нити. И сами столбики я очень-очень плотно буду прижимать, вот прям подтягивать друг к другу. И выполняем первый столбик незавершенный, второй и третий. И общая вершинка. Арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Так мы с вами выполняем до конца ряда. И таких приемов, пучков или столбиков у нас всего должно получиться 12. Или можно считать по арочкам. Тоже должно получиться 12. Я выполнила все 12 арочек из 5 воздушных и завершаю выполнение первого ряда. Я ввожу крючок вот таким образом, захватываю все вершинки, выполняю соединительную. Мой первый ряд завершен, и я могу приступить к выполнению второго ряда. Провязываю соединительную воздушную петлю первую и во вторую соединительную. Перешла к началу самого ряда. Далее я выполняю 3 петли подъема и 2 столбика с 2 накидами незавершенные. Первый столбик и второй. Общая вершинка. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь под эту же арочку 3 столбика с общей вершинкой, с 2 накидами. Первый, второй и третий. Общая вершинка. Далее мы с вами выполняем 3 арочки из 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Первая арочка и столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая арочка и столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. Очень внимательно. 2 накида на крючок. И под арочку я буду выполнять точно такие же столбики. То есть 2 столбика
прошу прощения, 3 незавершенные столбика с 2 накидами. Вот таким образом. Первый такой пучок у нас с вами готов. Далее 1, 2, 3, 4, 5. И еще один точно такой же пучок или прием, да, из 3 столбиков с 2 накидами с общей вершинкой и разными основаниями. Вот таким образом. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Я завершаю выполнение второго ряда. После арочки из 5 я ввожу крючок вот таким образом, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего третьего ряда. Я выполняю 2 соединительные, 1, и в следующую воздушную 2, и перешла к началу ряда. Далее, как и в предыдущем ряду, я выполняю 3 воздушные петли подъема, 2 накида на крючок и выполняю 2 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и 3 столбика с общей вершинкой. Первый незавершенный столбик с 2 накидами, второй и третий. Повторюсь, все точно так же, как выполняли в предыдущем ряду. И общая вершинка. Далее арочки из 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок под арку, столбик без накида. Далее опять 1, 2, 3, 4, 5. Под арочку, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. И 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида на крючок. И под эту же арочку выполняем точно так же, как и выполняли ранее. То есть выполняем 3 незавершенные столбика с 2 накидами и общая вершинка. Далее арочка из 5, 1, 2, 3, 4, 5 и вновь наши столбики с общей вершинкой. Завершаем выполнение. Итак, мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершу выполнение ряда я вместе с вами. Мы завершаем выполнение третьего ряда. Вот такой миленький у нас с вами нежный квадратик получается. Я ввожу крючок, как и в предыдущем ряду, вот в вершинке, захватываю рабочую нить, выполняю соединительную. Мой круговой ряд завершен. И мы переходим к началу следующего 4-го ряда. Соединительная, следующую воздушную соединительную. И далее 3 воздушные петли подъема. Первый столбик с 2 накидами незавершенный и второй. И общая вершинка. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 накида. И под арочку я провязываю 3 столбика с общей вершинкой. Точно так же, как мы выполняли в предыдущем ряду. Я буду вязать побыстрее. Мы с вами это все провязывали. Просто повторяем выполнение. И общая вершинка. Далее арочка из 5. 1, 2, 3, 4, 5. Под арку ввожу крючок, столбик без накида. Далее 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Столбик без накида.
Раз, два, три, четыре, пять. Столбик без накида. Под следующую арочку. Вот мы с вами выполняем наши арочки. Далее. Раз, два, три, четыре, пять. И точно так же, как в предыдущем ряду, первый незавершенный столбик с двумя накидами, второй и третий. Общая вершинка. Раз, два, три, четыре, пять. Два накида. Первый столбик, второй и третий. И общая вершинка. И опять раз, два, три, четыре, пять. Арочка из 5 и так далее. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Завершаем выполнение 4-го ряда. Ввожу крючок во все 3 вершинки, соединительная. И вот такой у нас нежный красивый мотив получается ажурный. И мы переходим к началу следующего 5-го ряда. Воздушную первая соединительная, во вторую воздушную вторая соединительная. Далее 3 воздушные петли подъема, 2 накида на крючок. И как и ранее, я выполняю под арочку первый столбик с 2 накидами и второй столбик с 2 накидами. Общая вершинка. И далее очень внимательно. Этот ряд очень похож на предыдущий, только у нас в арочке 6 воздушных петель. Раз, два, три, четыре, пять, 6. То есть все арочки из 6 воздушных. 2 накида, под арку, 3 столбика с общей вершинкой. Первый столбик, второй и третий. Общая вершинка. И далее, как сказала я уже ранее, арочки из 6. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Столбик без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6. Столбик без накида. Раз, два, три, четыре, пять, 6. 2 накида. И теперь выполняем наш уголок точно так же, как и ранее. Первый столбик, второй, третий. Общая вершинка. Далее раз, два, три, четыре, пять, 6. И первый столбик, второй и третий. Общая вершинка. И опять арочка из 6. Раз, два, три, четыре, пять, 6. Так вы выполняете до конца нашего ряда. Мы с вами завершаем выполнение нашего 5-го ряда. Как и ранее, я ввожу крючок в наши вершинки и соединительная. 5-й ряд завершен. Еще раз посмотрим на наш квадратик. Нежный, аккуратный, ажурный получается и достаточно просто выполняется. И приступим к выполнению последнего ряда. Опять же 2 соединительные. Раз, два и 3 воздушные петли подъема, 2 накида
Первый столбик с 2 накидами, второй, общая вершинка. И теперь в этом ряду мы с вами наши арочки будем выполнять из 7 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все очень просто. 2 накида, под арочку 3 столбика с общей вершинкой. 1, 2, 3. И общая вершинка. Далее арочка из 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Давайте проверим. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да, все верно. Столбик без накида. Вот наши арочки. Красиво, нежненько получается. И немножечко нам осталось с вами провязать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее 2 накида и под арочку 3 столбика с 2 накидами с общей вершинкой. 1, 2, 3 и общая вершинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 накида. И 1, 2 и 3. И общая вершинка. Далее опять арочка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Столбик без накида. И так далее. Мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Напоминаю, это последний ряд. Вот мы поправим наши арочки. И посмотрим, что у нас получится. Завершаем выполнение нашего последнего 6-го ряда. Я выполнила арочку из 7 воздушных. Ввожу крючок вершинки, выполняю соединительную. Далее я выполняю воздушную ниточку, обрезаю, хорошо подтягиваю. Мой мотив завершен. По изнаночной стороне я вдоль полотна убираю нити. И вот такой красивый, нежный, ажурный мотив у нас с вами получился. И очень просто вяжется, вяжется достаточно быстро. Мы с вами рассмотрим метод соединения наших мотивов в единое полотно за счет последнего ряда вязания. Мы продолжаем нашу работу. Я присоединила уже между собой 3 мотива. Вот такое красивое у нас ажурное с вами полотно получается. Наш мотив, который мы будем присоединять, я не довязала, вот хорошо видно. И мы начнем присоединение за счет выполнения последнего ряда нашего мотива или последнего ряда вязания. Мы начинаем присоединение нашего мотива. И напоминаю, у нас идет по узору арочка из 7 воздушных. Я выполняю 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И далее центральную петлю я буду заменять на столбик без накида. То есть я ввожу крючок вот очень внимательно при присоединении.
я раз, два, три именно в воздушную петлю ввожу крючок, в четвертую, видите, тоже это центральная петля из 7, и выполняю столбик без накида. Завожу крючок с изнаночной стороны и вот таким образом выполняю столбик без накида. Далее 3 воздушные. И возвращаюсь к своему мотиву, 2 накида и продолжаю работу по узору. Первый столбик с 2 накидами, второй, третий и общая вершинка. Далее у нас опять идет арочка из 7 воздушных. Мы выполняем 3 воздушные петли и теперь уже будем выполнять под арку столбик без накида. Далее 3 воздушных. Возвращаемся к нашему мотиву и по узору мы выполняем столбик без накида. 3 воздушные, под арку ввожу крючок с изнаночной стороны, столбик без накида. Раз, два, три и возвращаемся к нашему мотиву, столбик без накида. Я остановлюсь, мы посмотрим, что у нас с вами получилось. Наше присоединение. Вот хорошо видно. За счет выполнения столбика без накида в нашей арочке из 7. Так мы с вами выполняем по узору до нашего уголочка. И здесь я покажу, как выполнить присоединение к нашему полотну. Вот к каждой арочке мы будем присоединяться, как только что выполнили. Мы выполнили наше присоединение и продолжаем работу. Вот хорошо видно, мы выполнили столбик без накида, арочка из 3, и по узору у нас с вами идут столбики с 2 накидами с общей вершинкой. Выполняем 2 столбика. Ой, прошу прощения, 3 столбика с 2 накидами. Первый, второй и третий. Общая вершинка. Далее 1, 2, 3. И у нас идет присоединение. Вот смотрите, опять же с изнаночной стороны я провязываю воздушную петлю, куда были провязаны вот столбики без накида. То есть вот самый первый мотив, куда было начато присоединение. То есть вот воздушную петлю. Все 3 столбика от других мотивов. Видите, провязываются. Столбик без накида. 1, 2, 3. И продолжаем работу под арочку. 1. Ну, то есть тут все по узору мы с вами выполняем. Ничего сложного. Я выполню общую вершинку. Далее 3 воздушных. Под следующую арочку ввожу крючок уже под арку. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида под следующую арочку по узору. И давайте я еще одно присоединение сделаем и посмотрим, что у нас получилось. Столбик без накида. 1, 2, 3. Возвращаемся к нашему мотиву. Вот видите наше присоединение, хорошо видно, видите, аккуратненько получается, очень нежно. И вот с этой стороны. Далее мы с вами выполняем все точно так же, как выполняли до этого. С этой стороны присоединение выполняем. И в уголочку, то есть уголочек мы провязываем точно так же в воздушную петлю, то есть не под арочку, а именно в центральную, это 4-ю воздушную петлю. То есть точно так же, как мы с вами начинали работу. Вот таким образом.
Довязываем эту сторону, присоединяем и завершаем выполнение самого мотива точно так же, как мы с вами вязали наш мотив. То есть все очень просто. У нас с вами получится вот такое красивое, нежное присоединение. Убираем ниточки, посмотрим, что у нас получилось. Сегодня мы с вами научились вязать нежнейшие квадратные ажурные мотивы, достаточно простые. Рассмотрели метод соединения наших мотивов последним рядом вязания. И вот такая красота у нас с вами получилась. Полотно получается нежное, ажурное. Само полотно может стать основой для создания буквально любого изделия. Скатерть, покрывало. Мы выполняли сарафан, точнее юбку сарафана из таких мотивов. Я обязательно в сообществе опубликую, покажу вам идею нашу. Вы можете, конечно же, выполнить буквально любое изделие. Обязательно пишите в комментариях, где вы планируете использовать такие квадратики, понравились они вам или нет. До новых встреч, творческих вам успехов. И, конечно же, отдельное спасибо за то, что вяжете вместе со мной.